Здравствуйте, мои дорогие, любимые, мои замечательные, самые лучшие подписчики на свете. Особенно те, кто ценит этот расклад и любит эту тему. Сегодня прям душа повела сделать послание ангелов для вас, потому что как-то давно не делали, а я этот расклад, очень люблю и таки соскучилась, очень соскучилась. Хочется порадовать вас, хочется передать вам послание именно от ангелов для вас. Использовать я буду две колоды. Таро Миллениум Тота и вот такой вот оракул благодарности, оракул сердец, замечательный оракул. Вы все его, наверное, знаете, и он очень такой добрый, светлый. Однако выкладывать я буду 4 позиции на колоде Таро. Давайте ее доставать сейчас. Достанем нашу колоду. И перемешаем тщательно. Перемешаем. Сегодня у нас прям расклад добра, да, будет? Расклад с благословением. От ангелов. От ваших ангелов-хранителей, от ангелов-защитников, да? Итак, те, кто смотрит сначала, всегда получают бонус в виде благословения от высших сил дополнительного или какого-то послания. Сдвигаем 3 раза, а вы представляете, как вы сидите, может быть, у меня дома, да, пришли ко мне в гости, мы обсуждаем там проблемы, делимся каким-то опытом. Итак, что на дне? А на дне у нас 7 мечей. Карта показывает в этой колоде, что, возможно, вы скоро никому не скажете о своих планах и поступите как-то необычным образом, даже для вас. Вы давно лелеете какую-то мечту, высшие силы вас в этом поддерживают, но счастье любит тишину, то есть вы не скажете, пока это не реализуется другим людям. И как только вы уже все сделаете, тогда уже будете это праздновать. Вот такое послание интересное, необычное, неожиданное. Так, а мне еще карта пала. Ну-ка, давайте-ка ее посмотрим, что тут за карта. Давайте посмотрим. Выпала карта Рыцарь Пентаклей. По кому-то мужчина скучает, возможно, земного знака. Вот он и сигналит. Я не скажу, что по всем, да, но кому-то прямо знак выпал, что если вы, особенно женщина, девушка, девочка, нет, женщина, девушка, то какой-то мужчина прямо думает о вас, и мне эта мысль сбивает, да. То есть вот, такая карта. Именно с мыслями от земного мужчины. Хорошо, давайте выкладывать наши 4 позиции. Первая карта, как всегда, да, покажет какое-то ваше душевное состояние, энергетическое даже может быть состояние на сегодняшний день, чтобы вы могли ориентироваться. Но вообще послание от ангелов, оно подходит универсально, и вы можете любую позицию, не боясь, выбирать совершенно, можете использовать генератор случайных чисел. И знаете, что никогда не бывает так, что вы слышите от ангелов послание, а оно было не про вас. То есть, если уже слышите, значит, точно про вас. Итак, наши камушки. Достаем, да. Первая позиция будет дюмартирит. Вот так. Вторая позиция красный агат. Третья позиция бычий глаз. И 4-я позиция горный хрусталь. Такие 4 позиции. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с самой первой позиции начинаем, а остальные я пока убираю в сторону, да, в сторону. Итак, послание для вас от ангелов. И первая карта – это ваше душевное энергетическое состояние, да. Вы прям рыцарь мечей сегодня. Во-первых, может быть, вы очень зависите мыслями от какого-то мужчины, и ваше настроение меняется в зависимости от того, как он себя ведет,
как он себя показывает. Поэтому вышел рыцарь мечей, это мужчина знака, возможно, воздуха, да, или негативный аспект Козерога, потому что вот это бешеный мужчина, конечно, видите, такой вот весь порывистый. Ну, однако, вот согласитесь, он может быть близнецы весы водолей себе такой, да, нормальный и спокойный, а может быть с таким вот характером прям настойчивым, напористым, страстным, но в то же время колючим, проницательный человек, любит торопиться, может рубить с плеча, однако всегда старается поступать немножко так по совести, да, все-таки по-честному, но судит он других, часто судит других, осуждает, да, вот считает, что люди, они все злые. Если вы сами идентификатор этой карты, то есть это ваше настроение такое вот резкое, куда-то торопитесь, спешите, хотите чего-то срочно достичь, от кого-то добиться, может быть, ответов на свои вопросы, разговоров. И вот сейчас вы просто нацелились на что-то, на кого-то, и ничего кроме этого не видите. Вот абсолютно ничего, только вот это движение, эту цель, и вы вот несетесь к ней, несмотря ни на что, напролом. Тут у нас на карте есть 3 птицы, и у вас есть крылья. Крылья все равно говорят о том, что вами сейчас владеет воздух, и вы очень такой тонкочувствующий, интеллектуальный человек с хорошим вкусом, да. А птицы — это новости, вам летят сейчас новости со всех сторон. Особенно было, может быть, недавно 3 новости какие-то, очень важные для вас. Поэтому вас показала карта именно вот таким человеком, да. Поэтому смотрите, либо вы с мужчиной связаны сейчас, да, очень сильно вот душой, мыслями, либо сами. Вот это ваше описание. Хорошо, давайте посмотрим, что вам скажут ангелы. На Таро сначала смотрим. Выкладываем 3 карты. Ух ты! А вот она, наша 7 мечей. А ведь я перемешивала колоду-то, перемешивала, как вы, наверное, заметили. Их сильно перемешивала. Дальше у нас туз жезлов тут. Смотрите-ка. И следующая карта Солнце. Хорошо. Карты выпали очень неплохие. Тот, кто, может быть, вас как-то обманывал, да, расскажет все. То есть, может быть, от вас что-то утаивали, умалчивали. И в скором времени, конечно же, расскажут, как оно было на самом деле. А почему так? Потому что на данный момент нельзя было сказать и рассказать. То есть всегда думайте о мотивах человека. То есть все можно объяснить. Сначала поговорите, а потом уже делайте какие-то выводы. Однако ангелы считают, что в результате вскрытия информации, в результате того, что правда вся вскроется, да, вы будете безмерно счастливы по Солнцу. Это будет вашей удачей, что вся информация вскрылась на самом деле. Давайте немножко проанализируем нашу 7 мечей. Что через нее хотят ангелы сказать? Вот я уже в начале видео говорила, что часто эта карта показывает о ваших тихих планах. То есть, мол, если ты что-то задумал, если ты что-то хочешь осуществить, молчи. Молчи до того момента, пока ты это не сделаешь. Как только ты это сделаешь, ты всем расскажешь, и все будут счастливы вместе с тобой. То есть ангелы могут здесь говорить именно это для вас. Дальше у нас, значит, скорее всего, ваша какая-то проблема, ваше какое-то дело давно не набирает совершенно никаких оборотов, то есть нет движения, вы переживаете, вы считаете, что дело таинственное, да, что много скрытого в этом вопросе. Вы не владеете всей информацией, и вам сложно именно из-за этого. Раз информации так мало, вы не знаете точно, как действовать. Вы озадачены. Однако ангелы дают вам совет по этой карте, что если вы озадачены, если вы не знаете, как действовать, вам просто нужно расслабиться и передать это дело ангелам, высшим силам, Богу Вселенной.
вы попробуйте просто взять кулечек мысленно, мешочек с этим делом, с этой проблемой. Мы примем, говорят ангелы, мы примем это, то, что тебя беспокоит. Просто нужно вот вам войти в медитацию, посидеть с самим собой, да, поговорить с самим собой. Мы все примем. Просто представь, как ты кулечек с этим делом отдаешь в руки ангела или Бога. И представь, как Бог принимает, или ангел принимает и говорит: я все решу, все получится, ничего не бойся, ничего не беспокойся. То есть именно это хотят ангелы сказать. Да ничего не беспокойся. Да, это дело мутное, но это так тебе кажется, мы все решим. Следующая карта, вот если глубже смотреть, туз жезлов, да, она показывает, что скоро вас посетит невероятное вдохновение или невероятная страсть. Ангелы показывают вам стремительный всплеск вашей энергии в ближайшем будущем. Это поможет вам на пути. Энергия может быть вызвана творческим порывом или любовным порывом, но вы будете более созидательны, вы будете творить, вы будете действовать, и у вас будет много очень ярких идей, поэтому ангелы благословляют эти идеи на то, чтобы они все исполнились и воплотились в жизнь. Скорее всего, скоро в жизни будет что-то необычное. Может быть, необычное знакомство или необычные события, связанные с большими чувствами и большими даже какими-то, может быть, ожиданиями от жизни, что в жизни может быть что-то хорошее, светлое. Я жду этого момента, я чувствую, что он будет. То есть вы вот так будете это все ощущать. И именно поэтому мы здесь видим солнце, которое ангелы вам прислали как талисман, как радость, как счастье, как символ того, что все будет хорошо в скором времени, как символ того, что вы получите не просто благословение высших сил, а уже результаты от этого благословения. Конечно же, солнце показывает танец, да, танец радости, счастья. Вселенная решила вам помочь, она вас одарила всем самым лучшим. Вы танцуете от того, что все получилось, все хорошо. Вот чему-то вы будете скоро, очень сильно радоваться, и ангелы сообщают вам об этом, что дело-то разрешится в лучшую сторону, жизнь пойдет вперед, жизнь пойдет в сторону радости и счастья, все будет хорошо. Конечно же, мы всегда должны благодарить высшие силы, если они посылают нам карту Солнца. Поэтому вы мысленно тоже поблагодарите сейчас, да, высшие силы. Так, теперь смотрим наш оракул сердец, оракул благодарности. Что он вам скажет? Сейчас все узнаем. Такие вот карты, если кто-то их вдруг не видел. Итак, давайте перемешаем. Что вам скажут ангелы? Достану 3 карты для вас. Давайте поговорим сначала про нашу первую карту. Прям такое глубокое послание здесь вышло по первой позиции. Смотрите, вы видите здесь карту портала, это карта между, да, и она показывает, что когда вы проходите, сквозь эту арку, сквозь этот портал, вы на какое-то время, пусть и небольшое, оказываетесь в неком пространстве, которое возникает, когда вы приняли решение о том, чтобы вот идти сквозь это, да. Каждый из нас проходит через это. Каждый из нас сначала принимает решение, а потом оказывается между тем местом, где он был, и тем, где он будет, понимаете? И здесь еще нет реализации. Вся реализация впереди. Вот эта арка, этот проем, это место, через которое вы можете как войти, так и выйти, правильно? Вот ангелы вам указывают почему-то это место сегодня.
Они вам указывают эту арку, они вам указывают эту дверь, что ли, проход, понимаете? И они, говорят о том, что вы где-то в промежутке находитесь. Они говорят о том, что, может быть, вы встали в проеме и не знаете, шагнуть или нет. Может быть, вы уже шагнули, но еще пока не сориентировались. Понимаете? Очень красивая карта, невероятная карта. Но она действительно подтверждает, вы можете как вернуться обратно, то есть сделать шаг назад, например, так и все-таки уйти вперед. Это место, оно не находится ни с одной стороны, ни с другой стороны, то есть оно только между. И получается, что вы стоите, вы немножко в нерешительности, вы вышли из ситуации и ждете появления некоторых новых возможностей в вашей жизни или хотя бы знаков, что пойти мне дальше или не пойти. И когда вы сеете семечко в землю, да, оно же остается в состоянии покоя, прежде чем прорастет. Вот так же вы как будто бы находитесь в неком таком состоянии. И вы, вот если физически попробуете испытать это состояние, это когда вы вдохнули, но еще не выдохнули. Понимаете? Это может быть как будто бы и доли секунды, а может быть иногда и дольше, да, то есть гораздо дольше. Вот ангелы указывают, что вы что вы остановились в этом портале и еще пока вот как будто не совсем двигаетесь, да, застыли. Естественно, они дают вам руку. Естественно, они хотят, чтобы вы шли вперед. И они хотят благословить вас на этот путь, на то, чтобы вы прошли в вашу новую жизнь. Они вовсе не оставались в старой жизни, да, потому что, нет смысла там долго стоять. Вы же это понимаете, что нет этого смысла. И вы можете наблюдать за тем, что происходит в вас, но не оценивая это. И ваш внутренний диалог заставляет вас поверить, что, по сути, вы знаете окружающий мир. На самом деле только остановившийся безмолвный ум знает правду. А пока вы в мысленном потоке, вы не знаете правду. Вот вы в этот портал попадаете только медитируя. Но если вы начнете слушать ум, который постоянно болтает, вы выйдете из этого. То есть вы выйдете. Поэтому вам нужно снова погрузиться в состояние между сном и бодрствованием, чтобы принять правильное решение. Вам нужна медитация, вам нужна практика дыхательная, может быть, гимнастика, чтобы вы точно знали, куда вы идете. И что вам не надо назад, а надо вперед, правильно? Да. Следующая карта у нас — это терпение. Вот смотрите, как интересно выстроились даже карты, да? Ангелы с вами действительно сейчас говорят. Вот добро, оно приходит к тому, кто умеет именно терпеливо ждать. Когда вы терпеливы, вы ждете спокойно. Даже когда вы расстроены или жизнь идет не так, как вы там надеялись, ожидали. И каждый ваш день, он предлагает возможности проявить свое терпение на работе, там, не знаю, во время покупок, в общении с другими людьми. Мы все всегда что-то терпим. Можем выходить из терпения, да? Но если вам выпала карта терпения, значит, выходить не надо. Значит, ангелы хотят, чтобы вы не впадали ни в отчаяние, ни в разочарование, а просто научились терпеть и смиренно ждать. Вам нужно работать над своим терпением. Вы обнаружите, что стали менее склонны к депрессиям, к плохому настроению, у вас меньше негативных мыслей, просто потому что вы смирились с вашими жизненными обстоятельствами. Терпеливые люди, они реже расстраиваются, они меньше погружаются в негатив из-за ситуаций, которые находятся вне их контроля. И терпение, оно помогает человеку стать более внимательным, более связанным с другими людьми, более, каким-то полным, что ли. И получается, что вы будете более благодарным человеком, если научитесь смирению и терпению. Если вы уже научились, ангелы это отмечают как большую вашу заслугу. Понимаете? Счастливый тот, кто смирился.
И очень несчастлив тот, кто не может найти в себе смирение. Согласитесь, вот, ну, есть такие много там сериалов всяких про любовь, где двух любимых берут и разлучают злые люди. Вот, может, смотрели там, не знаю, «Черную любовь», еще что-то. И вы заметили, да, вот в сериале, например, там женщина или мужчина, или оба там 5, там 10, иногда 20 лет не могут смириться с тем, что потеряли, по сути, ну, любимого человека, да. И они страдают каждый день своей жизни, живя в агонии и, ну, буквально тратя свое драгоценное время на эту ерунду. Почему ерунду? Потому что что жить в сожалениях? Что это тебе поможет? Разве жить в сожалениях? И разве это сделает тебя счастливым человеком? Чего ты хочешь? Страдать или быть счастливым человеком? Даже если это от несчастной любви, да? Вот, я не могу с собой справиться. Да просто смирись. Просто смирись, ты станешь счастлив. Зачем ты страдаешь? Что это изменит? Что изменит твое страдание? Вот то, что люди не могут смириться с некоторыми жизненными обстоятельствами, всегда им мешает. Всегда, всегда, всегда. Ангелы хотят, чтобы вы научились терпению и смирению просто потому, что они-то делают свою работу. А вы им мешаете, когда начинаете вот так глупо, постоянно, невыносимо страдать, негативить и так далее. Вот да задумайтесь над этим. Они сами все сделают. Тем более, что даже видно, что следующая карта у вас слезы. Это не говорит о том, что ангелы пророчат вам слезы в ближайшем будущем. Нет. Слезы – это наше предохранение. Когда нам грустно, мы плачем. Когда у нас стресс, разочарование, испуг, огорчение, мы плачем. Почему мы плачем? Потому что испытываем чувства, да. Бывает, мы от позитивных чувств плачем, а не от негативных, как вы, наверное, смеетесь до слез, да, смотрите комедию или просто шутку увидели. И бывает, вы очень счастливы и плачете. Вы тронуты до глубины души, вы плачете. Слезы – это способ снять напряжение у тела, у вашей психики. Поэтому вы льете слезы. Ангелы хотят вам об этом напомнить, что это просто способ снять напряжение. Если вы боитесь выражать свои чувства с помощью слез, то вам нужно научиться это делать. Вам нужно плакать. Вам нужно знать, что если что-то накопилось внутри, да, такое, что вас очень напрягает, научитесь просто плакать, выражать свои чувства именно в слезах. Вы увидите большие результаты. Ангелы, они здесь хотят сказать, да, вот если общее все смотреть, что вы остановились вот в этом в этом портале. Не решаетесь идти вперед, потому что чувствуете, что на вас какие-то там проблемы нависли, у вас негативные мысли по поводу будущего. Вы имеете негативный опыт и опираетесь на него. И также вы много, может быть, либо плачете, либо наоборот уже заткнули в себе эту возможность. Тогда ее нужно срочно разблокировать. Но сам факт, да, что да, у вас такой период, да, он сложный, но вы скоро войдете вот в этот счастливый портал, посмотрите, как там внутри хорошо. Вам не надо бояться. Вы смотрите, здесь какая земля, да, какое все ветхое, какое-то все несчастное, тут лица какие-то страшные. И там какая красота. Да, конечно, вам надо идти. Вы остановились в пороге, так уже шагните туда, в эту дверь. Ангелы хотят этого. Ну, вот такая позиция номер 1. Номер 1. Вот такое послание большое для вас от ангелов, да. А мы идем дальше. К позиции номер 2. Наш красный агат. Наш красный агатик. И первая карта. Ваше сегодняшнее душевное состояние. Сначала смотрим. Ух ты, тройка кубков. А здесь такое уже благодатное душевное состояние, веселое. Вы, возможно, готовитесь либо к выходным, либо к празднику какому-то. И, конечно, душа ваша сейчас радуется, цветет в предвкушении. Вот вы-то как раз благодарны сейчас за что-то в этой жизни. Вы цветете, у вас, в принципе, в душе все хорошо, или вас что-то просто обрадовало, да, недавно. Сделало вас более счастливым человеком. Или обрадует прямо вот на пороге, скоро-скоро. Вы в предвкушении этой радости, вы в предвкушении этого большого счастья, понимаете? Соответственно, карта, она пришла сюда не зря. Она говорит о том, что вы
благословлены высшими силами, ангелами Вселенной, и вы можете исполнить сейчас любое свое желание. У вас будут действительно, может быть, очень хорошие выходные или ближайшие дни, смотря когда вы смотрите это видео. Соответственно, раз мы видим перед собой тройку кубков, радуйтесь. У вас уже такое радостное состояние в душе, но радуйтесь еще больше. Эта карта действительно изобилия, даже денежного изобилия. Вы просто живете вот в изобильной энергии сейчас. Представляете, какое счастье. Так, давайте смотреть, что хотят сказать вам ангелы, какое благословение, может быть, послать или какую информацию передать. То есть смотрим 3 карты. Так, принц мечей у нас здесь. 10 мечей. И смерть. Так, давайте теперь анализировать. Начинаем с нашего принца. Принц мечей. Смотрите, ангелы, они здесь хотят сказать, что кто-то, может быть, к вам едет, ну, в гости, например, или, ну, как бы в дороге кто-то, да, то есть вы о ком-то думаете или будете думать в ближайшем будущем, кто находится в дороге, за рулем или на расстоянии от вас, и в то же время в транспорте, например. И вас, так скажем, ну, беспокоит, может быть, что человек в дороге. Может быть, вы за самого этого человека переживаете, или просто, что он уехал, то есть, или будете переживать. И вот ангел-то и говорит вам о том, или ангелы, да, что человек этот самоуверенный, человек этот лидер, и справится абсолютно точно с этой дорогой, да. Если к вам кто-то едет в гости, то вы будете думать об этом, то, что вот человек едет, ждать его там, например, да. А иногда это может быть совершенно неожиданный визит для вас. То есть, что вы даже и не думали, что к вам приедет какой-то мужчина в гости. Здесь у нас, смотрите, целых 3 ангела, которые сопровождают нашего принца. У него есть большие крылья, он такой красивый, он такой интересный, да. То есть вот прям обалдеть. И, конечно, такой принц показывает, что это человек благородный, что этот человек умеет мечтать, умеет летать, но в то же время он может быть острый на язык, да, очень умный, очень логичный. Вот скоро у вас такая как встреча, мне кажется, с этим человеком. Может, вы будете беспокоиться, вот как он доедет, как он приедет, но вы потом встретитесь, например. Хорошо. Следующая карта у нас это 10 мечей. 10 мечей здесь в этой колоде, она показывает какие-то противоречивые, так скажем, точки зрения, да. То есть вы пока не видите всей картины целиком, вы видите только свою точку зрения. Она считается для вас правильной. Ангелы говорят, выслушай человека, который будет с тобой говорить. Может быть, как раз этот мужчина. Но сначала нужно слушать, а потом делать о человеке какие-то выводы. Вот эти весы, да, знак правосудия, справедливости и проткнутое сердце, говорит о том, что вы можете о ком-то в будущем, в ближайшем, иметь не то мнение, не то, которое есть на самом деле, просто потому, что вы наделали выводов на основе информации узкой, да, которая не все открывает, не все показывает. Соответственно, не обвиняйте никого в ближайшем будущем, не имейте ни о ком дурного мнения, потому что вы тогда заскандалите с этим человеком и будете очень переживать. Понимаете? Очень переживать. Соответственно, мы здесь видим 10 мечей, которая показывает, у вас даже могут с этим человеком совсем нарушиться отношения, да? А зачем вам это надо? Вы можете выслушать его, выслушать этого человека, возможно, мужчину. И тогда только вы можете нормально с ним общаться. Может быть, человек приведет все свои аргументы правильные, да, и скажет вам действительно, как было на самом деле. Искренне нужно поговорить, искренне. Не надо судить о людях строго, особенно когда вы счастливы, когда у вас внутри есть энергия, да, и много эмоций действительно по тройке кубков. Да, вы можете слишком эмоционировать и узнавая какую-то информацию там от других людей, особенно третьих лиц,
пока не выслушаете основное лицо, ничего не стоит делать. Вот прям ангелы предупреждают вас об этом. Следующая карта — смерть. Как вы знаете, многие уважают очень эту карту. Она показывает время трансформации для вас. У вас заканчивается одно в жизни и начинается совершенно другое. То есть вы входите в новый этап. Тут даже генетический код. Смотрите, вот цепочка ДНК у смерти в руках. То есть она распоряжается вообще всем. Все может перепрограммировать. Смотрите, знак орла. Тут у нас, значит, знаки скорпиона. Может быть такое, что вы пообщаетесь скоро со скорпионом, да, ну, с человеком со знаком зодиака скорпион. Вот она очень интересная в этой колоде, и она говорит о том, что ну, вот близко то время, когда что-то закончится. Закончится оно неизбежно, закончится оно обязательно. Может, период ваших мучений, может, период вашей, там, не знаю, какой-то неприятности или... ну, там, допустим, работа не нравится, да, закончится период тогда этой работы, страна не нравится, где живете, может быть, не нравится жилье, какое вы там купили или снимаете, да, отношения не те, что-то не так. Вот просто сейчас заканчивается этот период. И начинается совершенно новый этап в жизни. Ангелы пытаются вам об этом рассказать. Они говорят, ты входишь в новую эру. Буквально вот проходишь сейчас через ворота, да, этой новой эры, и все, и старая жизнь ушла. Ты с этой старой жизнью больше никогда не увидишься. Вот у меня даже сегодня сон был, как будто бы некого прощания. Я не знаю, что такое. Мне приснилось полностью прошлое, как я вообще в старой обстановке нахожусь, живу. И, ну, так получается, вот знаете, когда проснулась, поняла, что это старое, то, что было в жизни, никогда больше уже не вернешь. Хорошее оно было, плохое. Вот обстановка та, которая была, никогда больше не вернется. Уже никогда, никогда, никогда. Стоит ли об этом горевать? Наверное, нет. Нужно просто отпустить, потому что ну, а хорошо ли там было? Да вряд ли. Лучше будет только в будущем. Зачем? Лучше вообще в настоящем. Сейчас вы можете быть счастливы, да? А прошлое, оно прошло, все, вы в него точно никогда не вернетесь. Но у вас именно идут изменения, да? То есть какая-то конкретная трансформация. То есть перемена уже на пороге. И ангелы хотят вам об этом, естественно, сказать. Но главное, не обижайте нашего принца. Не обижайте, потому что он хороший. Я это чувствую. Даже если он резкий, он хороший. Так, давайте выкладывать 3 карты от нашего оракула. Что еще вам хотят сказать ангелы? Сейчас узнаем. Вкладываем 3 карты. И думаем. Итак, первая карта у нас — это чувствительность. Ангелы, они хотят показать вам, что вы обладаете повышенной чувствительностью сейчас, и вы можете очень многое ощущать, даже замечать какие-то мельчайшие детали, которые другие люди обычно вообще не замечают. Если это для вас как-то знакомо звучит, и там ситуации какие-то затрагивают вас гораздо сильнее, чем других, то вы, вероятно, знаете, что вы очень чуткий человек. И, соответственно, ваша высокая чувствительность имеет свои как достоинства, так и недостатки, правильно? Вы очень сострадательны, вы очень интуитивны, вы очень мудры, но некоторые ситуации находите просто ошеломляющими. Слишком придаете им много значения. Поэтому, когда что-то для вас становится не по силам, вас переполняют неожиданные перемены, вам нужно научиться отключаться, переставать каким-то образом слишком много думать об этом, впечатляться, да, и ну, как-то чувствовать больше, чем это нужно. Если вы чувствуете кому-то сочувствие, то вы начинаете принимать на себя чувства, энергию окружающих вас людей. И может даже показаться, что все ваше тело впитывает вот эти эмоции других как губка. Это называется эмпатией. И иногда трудно отличить, свое ты чувствуешь или окружающих.
И вот ангелы, они хотят вам сказать, что вам нужно научиться справляться с этим, регулировать это. Потому что иногда вы впечатляетесь чужими проблемами, чужими какими-то чувствами вот этими, да. И в жизни может происходить много чего. Вы должны быть более стойким человеком, устойчивым человеком. И для этого нужно свой дар воспринимать иначе. Многие свою эмпатию, свою чувствительность воспринимают именно негативно. И только из-за того, что они чувствуют, все, абсолютно все, что испытывают другие люди. Конечно, это тяжело и сложно, конечно, это совершенно неприятно. И вам, если вы научитесь регулировать, то есть, когда хочу, включаю чувства. Когда хочу, я не буду этого чувствовать от других людей, я это выключаю. Понимаете? Выключаю. И тогда вы будете сильны, и ангелы, они и так ведут вас всегда за руку, вы их тоже должны чувствовать. Вот они говорят так, что когда вы ощущаете слишком сильную связь с другими и начинаете чувствовать их боль, их негативные эмоции, их какие-то страдания, возьмите своего ангела за руку и скажите ему, что я хочу перестать это чувствовать. Я чувствую только свое. И он вам, естественно, поможет, он вас благословит, и он сделает все, чтобы вы чувствовали только свое. Понимаете? Следующая карта кульминация. Смотрите, вы знаете, по сути, кем вы хотите быть, как вы хотите действовать, как вы хотите, чтобы вас воспринимали, и каких целей вы хотите достичь в жизни. Естественно, у вас есть представление о том, что как вы будете действовать, чувствовать, выглядеть в ближайшем будущем. Скорее всего, есть. Соответственно, ваше какое-то, идеальное «я», оно является воплощением здравомыслия, эффективности, каких-то четких целей, каких-то других для вас важных качеств. И иногда ваши цели, они начинают отодвигаться из-за того, что у вас плотный график, непредвиденные сбои. И вы чувствуете себя непродуктивным человеком, немотивированным человеком. Понимаете? То есть, с одной стороны, вы-то знаете, чего вы хотите, а с другой стороны, не всегда-то выходит так идеально действовать, как вы это себе напланировали. И, получается, что вам нужно возвращаться к своим идеалам снова и снова. Это поможет вам достичь ваших целей. Раз вы хотите быть таким-то человеком, раз вы хотите такую-то иметь продуктивность, постоянно возвращайтесь к этому. Только вас что-то сбило, например, ваша эмпатия, вам нужно отключить чувствительность и возвращаться к тому, что вы действительно хотите. Ангелы этого хотят от вас. Вы же себе наметили жизнь, вы себе наметили цель, вы наметили свое счастье. Будьте продуктивнее, а для этого нужно выключить эмпатию. Не отвлекайтесь. Ангелы хотят, чтобы вы, как только отвлеклись, вернулись обратно. И, естественно, вы можете сделать это, разбив большую цель на более маленькие цели. И простые шаги, которые вы можете делать. Просто думайте о своих целях и желаниях, концентрируйтесь на них. Когда мы концентрируемся на позитиве, естественно, происходит что-то хорошее. Когда мы концентрируемся на негативе, естественно, мы притягиваем что-то нехорошее. Соответственно, ангелы хотят, чтобы вы концентрировались на чем-то хорошем, вы будете продуктивны, вы будете достигать всего того, что вы хотите. Вот. Следующая карта у нас доброта. Доброта – это умное отношение к событиям. Именно умное. Почему? Потому что доброта, она заставляет довериться Богу или высшим силам, или ангелам. Соответственно, вы можете быть добры ко всем, особенно к тем, кто причинил вам какую бы то ни было боль, и начать прощать себя и прощать других. И это будет актом вашей доброты. И смотрите, какая красивая карта. Ангелы настраивают вас на то, чтобы вы оставались спокойным и собранным человеком, даже если вы находитесь в какой-то стрессовой ситуации, а вы очень подвержены стрессовым ситуациям. Вас буквально кидает, кидает. Вот мы видели это. То вы сейчас очень радостны, хохочете, то у вас тут же осуждение к кому-то, то вы тут же кого-то чувствуете, понимаете как? И вас кидает. И вот эта карта доброты, она показывает, ангелы показывают вам, что
Ум может бросаться от одной проблемы к другой и быть постоянно начеку. Но при этом может быть лучше просто действовать всегда исходя из доброты. Просто действовать всегда из этого. Нам доброта дает возможность увидеть общую картину, поверьте мне. И рассматривайте ситуацию, как проблему саму по себе, не путайте ее с тем, что происходит в других обстоятельствах. Постарайтесь не думать обо всех вещах, которые могут пойти не так в будущем. Оставайтесь просто с тем, что происходит прямо сейчас, здесь, сегодня. И любую проблему рассматривайте как отдельную проблему. Не сравнивайте с тем, что было до этого и так далее. Вы слишком накручиваете. Вот все ваши карты показали, что вы слишком накручиваете. И даже вас могли, допустим, напугать, что десятка мечей, что смерть выпала. Вы даже насчет этого могли загнаться, потому что вы слишком чувствительны, у вас слишком много внутри всего бурлит. И просто справляйтесь со своими дарами. Это ваши дары, чувствительность, а не ваше наказание. И вы поймете, что если вы исходите только из позиции доброты и только из позиции того, что я снова возвращаюсь к своим целям, я снова возвращаюсь к своей продуктивности, вы увидите, как вы становитесь счастливым человеком. Может быть, это и есть как раз ваша новая эра. Вот такая интересная вторая позиция вышла. Необычная, я бы сказала. Так, а мы идем дальше к позиции номер 3. Номер 3. Убираем этот камушек. И следующий камень — бычий глаз. Итак, смотрим сначала ваше душевное состояние на сегодняшний день. Какое? Луна. Может, что-то ночью собрались сделать такое интересное, веселое. Не знаю. Карта показывает немножечко смущенное такое состояние души, когда ты не можешь разобраться в себе или в каком-то человеке, и тебя это очень сильно беспокоит. А может быть, вас обеспокоил интересный сон, а может быть, обеспокоили какие-то послания, которые вы вдруг увидели в окружающем мире. Вы пытаетесь поймать волну, но пока не совсем получается полностью растрактовать, а что несет в себе какую информацию окружающее пространство для вас. То есть вот у вас такое немножечко потерянное, что ли, состояние души сейчас, и вам сложно понять себя и понять кого-то. Конечно, хочется разобраться, конечно, хочется полностью получить, допустим, какие-то ясные ответы на свои вопросы. Но сейчас вы именно в процессе получения ответов на свои вопросы. Сейчас вы пока что только, так скажем, пытаетесь уловить эту информацию. И, соответственно, эта информация еще не совсем вам до конца доступна. Может быть, вы как раз через этот расклад и поймете что-то для вас очень важное. Хорошо, давайте выложим 3 карты и посмотрим, что хотят сказать вам ангелы, что хотят они вам тут, может быть, какое-то благословение, или еще что-то. Так, смотрим. Тут у нас, значит, колесница. Иерофант. Второй старший аркан. Смотрите, как интересно. И принц Пентаклей. Хорошее такое послание, хороший расклад на самом деле. Итак, начнем с нашей колесницы. Колесница. Во-первых, эта карта показывает дорогу. То есть вы понимаете, что ангелы послали вам колесницу, знак того, что либо кто-то едет к вам, либо вы едете куда-то в скором времени, что вас, возможно, ждет дорога, или к вам приедут гости, может быть, даже у вас будет переезд. Но самое главное, что колесница несет в себе послание, даже если есть препятствия у вас на пути, даже если путь вообще заблокирован, какие-то ваши цели пока для вас недоступны, просто верьте в себя, и судьба близка, скоро все разрешится в вашу пользу. То есть эта карта, она невероятно хороша этим, что можно достигнуть абсолютно любых целей с помощью этой карты колесница. Ангел посылает вам ее в знак того, что вы скоро преуспеете очень сильно в каком-то деле, которое было для вас абсолютно недоступно.
И очень интересно вот этот момент, что высшие силы послали вам колесницу, может быть, в момент даже некого отчаяния, да, по Луне, что вы запутались, но просто добавьте в себе уверенности, говорит ангел. Конечно же, вы добьетесь скоро любых высот, любых побед. И я считаю, что раз высшие силы на вашей стороне, ставьте что угодно перед собой, вы до этого дойдете. Следующая карта у нас Иерофант. Замечательная карта. Она показывает, что, возможно, высшие силы вам посылают сейчас в жизнь духовного учителя, который несет ключ и открывает запертые, опять же, двери, да, то есть видите, сколько разблокируется на вашем пути скоро, то есть путь, да, действительно был перекрыт, как будто туда дров наложили, но скоро придут невидимые помощники, и все эти дрова с пути просто растаскают. Вообще, вы будете очень восприимчивы к источнику высших знаний. Вы как будто бы пробудите свое сознание в скором времени. И ангелы, они хотят, чтобы вы знали, что вас путь ждет духовного высокого развития, да, и что вы в скором времени повысите свою восприимчивость и очень много откроете в себе того, что вы даже не думали, что можете открыть на своем пути, и на своем именно жизненном пути, и в своем развитии. Может быть, вы какие-то будете посещать, не знаю, там, лекции, семинары, может быть, какие-то там, я не знаю, будете даже общие медитации посещать. Вот бывает такое, что человек идет именно на общую медитацию, чтобы там вместе со всеми что-то такое, как духовную практику осуществить. И бывает, конечно, даже посещаете места силы, святые места. Может быть, вы скоро поедете в такое место или пойдете, и там будет для вас, ну, откровение. И вот ангел, он хочет как будто бы вас куда-то вот послать в такое святое место, да, сказать там намек вот такой, что съездите в святое место или сходите, чтобы у вас было вот что-то такое, как откровение и наставление, может быть, от этого святого места, и чтобы вы добавили себе еще больше положительной энергии. Так, следующая карта у нас, естественно, принц Пентаклей, который показывает мужчину. Но все-таки, да, в вашей жизни скоро будет тут какой-то очень интересный мужчина, необычный, возможно, связанный со знаком Земли, кто в чем-то очень поможет и, там, не знаю, может быть, от него будет подарок, может быть, от него будет хорошая, интересная мысль, может, дружба, может, любовь. Вот как бы человек играет в вашей судьбе просто интересную, важную роль. И для вас будет необычно с ним общаться. В чем-то он будет похож на вас почему-то, мне кажется, как бы душевно, духовно похож на вас. Вот. И здесь, вот, по сути, карта показывает изобилие ваших возможностей. Скоро действительно у вас в жизни будет изобилие этих возможностей, да, и очень устойчивое, надежное положение, особенно в финансовом плане. То есть ангел открывает вам секрет о том, что скоро ваши финансы устаканятся и поправятся. И скоро в этих финансах будет настоящий прорыв. То есть явно вот здесь видно, что в скором времени действительно как бы в жизни-то идут вот старшие арканы, мужские арканы. То есть все будет хорошо, все устаканится, все будет ровнее, но вы очень запутались и очень переживаете. Может, вы как раз в этом мужчине разобраться не можете? Ну-ка, напишите мне, пожалуйста. Вот прям это интересно стало. Потому что тут же мужчина, да, такой вот похожий на вас в чем-то внутренне, и он несет в вашу жизнь какие-то изменения в лучшую сторону, да, и как бы Луна-то несет информацию, что вы в чем-то не можете пока найти правды или найти какой-то для себя ясной информации. Ну хорошо, давайте теперь посмотрим наш оракул. Что еще хотят сказать ангелы для вас? Давайте смотреть. Что еще хотят вам сказать ангелы? Три карты выкладываем и анализируем сначала. Анализируем. Начнем, пожалуй, с первой карты, как обычно. И эта карта
молитвы. Вы знаете, иногда нам слишком легко погрузиться в то, что происходит вокруг нас. Допустим, если это особенно что-то негативное, и пока мы там застреваем, очень трудно видеть дальше своего собственного отчаяния. Понимаете? И один из способов остановить это молитва. Молитва, она может отвлекать наше внимание от гнева, от грусти, от невзгод, от печали, от всяких там, негативных проявлений людей, да, и направлять мысли обратно к духовности. Это важно. Направлять всегда мысли обратно к Богу. Понимаете? А к ангелам, к духовности. Вам нужно думать о молитве как о способе возродить свою преданность Богу и осознать, что вы просветленная душа, которая находится здесь, чтобы получить опыт на земле. Согласитесь? Вам нужно просто вспоминать о своем предназначении, о том, для чего вы пришли. Молитва, она может развеять любые ваши страхи. Когда вы молитесь, вы можете использовать там, молитвы, мантры, аффирмации, медитации. То есть не обязательно там, допустим, православные молитвы использовать. Все, что вы хотите. Главное — это возвысить свои мысли, соединиться с высшим источником. Правильно же? Вы можете произнести там, молитву, какую вы помните в детстве, там, да? Или «Отче наш», или просто повторять имя Бога. Может быть, спеть песни религиозные. Главное — это настроить обратно себя на духовность, настроить и выйти из негатива. То есть, понимаете, наши негативные мысли, они действительно все портят, абсолютно все. В общем, вам нужно обязательно обратить внимание на свою душу, да, вот прям загляните в нее внутрь, простите ее, поймите ее, примите такой, какая она есть, и знайте, что у нее-то высшая цель на этой земле. Именно высшая. Именно то, что должна она исполнить, вы должны исполнять, а не то, что у вас там наживное, наносное, так скажем, какие-то негативные мысли или еще что-то. То есть вам просто нужно даже осознать свое высшее предназначение, поговорить со своим высшим «я», может быть, в медитации. И вот смотрите, следующая карта у вас как раз-таки одиночество. Эта карта, она показывает, что вам иногда нужно посидеть с самой собой или с самим собой, поговорить с этим хорошим человеком наедине. Вот все время я над этим смеюсь, да, когда, знаете, кто у тебя внутри, да, кто с тобой говорит, кто этот наблюдатель, вот. И получается, что, человек как будто бы не понимает, что у него есть дух, и есть действительно высший абсолют, к которому он присоединен. Когда вы находитесь наедине с собой, когда вы размышляете, вы начинаете вспоминать о душе, о духовности, о том, что у вас есть высшие цели, и о том, что вы, наконец-то обретаете в этой жизни покой, просто потому что сосредоточились и расслабились. Вы становитесь счастливым человеком в одиночестве. Это не имеет ничего общего с тем, чтобы остаться без любимого человека, чем остаться одному, там, например, навсегда или еще что-то. Нет, эта карта именно показывает, что ангелы хотят, чтобы вы иногда сидели с собой, уделяли себе время, вспоминали просто о себе, просто о себе. Вот. И получается, что если вы анализируете себя, если вы вспоминаете о своих внутренних целях, о том, чего вы хотите достичь, от чего вы бываете счастливы, это происходит именно в одиночестве. И получается, что когда вы расслабляетесь, вы думаете о себе и о том, кто вы, в жизни все открывается, реально. То есть вот с помощью того, чтобы посидеть с собой, вы откроете все свои возможности. Вы знаете, вы будете знать, как действовать теперь. Как мне теперь действовать? Да вы просто найдете эти ответы. Я же вот кто. Это я. Я знаю, как мне действовать. Я знаю, что я хочу. Вы начинаете манифестировать. Вот какое будущее я хочу.
Вот что мне нужно для счастья. Вот это я сделаю завтра, вот это. Уже, знаете, такое, как мотивация такая, вот как воодушевление. Вот завтра встану, там посуду перемою, там уберу вокруг себя, поменяю там обстановку, займусь спортом, побегу в 5 утра. Вот понимаете, такой вот прям наступает момент продуктивности, что ли, пороха в пороховницах. Соответственно, одиночество очень-очень нужно периодически для человека. Очень нужно. Без гаджетов. Потому что, когда мы соединены через гаджеты с другими людьми, это не одиночество. Одиночество — это посидеть без всего. Именно с собой. Соответственно, вы же понимаете, да, куда все идет. А идет все в карту любовь. Да? Вы же понимаете, что идет все в любовь, да? То есть, когда человек уединился с собой, когда он помолился, когда он стал целостным, он переходит в состояние любви. Любовь — это неотъемлемый аспект нашей жизни. Большинство людей ищут идеального партнера или какую-то поддержку, да? Но самый важный шаг, когда вы ищете кого-то, там, любимого человека или поддерживаете любовные отношения, это любовь в себе и любовь к себе. Вот если вы взрастили любовь в себе, вы любите всю Вселенную, всех существ этой Вселенной. Вы любите Бога, вы любите людей, вы любите животных, вы любите все вокруг, камни, там, я не знаю. То есть это такое состояние всеобъемлющей любви. Оно, кстати, достигается, когда ты посидел сам с собой. Но также любовь к себе — это прощение себя, да? Это отношение особое к себе, потому что ты у себя один. Твоя душа пришла пройти уникальный путь. Ты не можешь этого не оценить. Мы все, по сути, как говорят, эгоисты. И мы должны любить себя. Но любить так, как Бог нас любит, понимаете? Поэтому чего вам не хватает в себе или в вашей жизни, вы никогда не сможете найти в своем партнере. Но вы неизбежно должны сами позаботиться о своей реализации. Вы притягиваете только те вибрации энергетические, которые вы излучаете. И если вам нужен любящий, поддерживающий, понимающий там человек, да, то есть нужно просто сделать себя таким человеком. Только если вы такой человек, вы найдете такого же человека. Вы сейчас скажете, что это не так, что вы уже такой любящий, понимающий человек, поддерживающий. И все только вытирали о вас ноги. Но это просто значит, что вы не простили себя, что вы не любите себя. Да, вы, может быть, такой человек, но вам не хватает некоторых параметров. Поэтому вот учтите сегодня все эти параметры, которые мы с вами обсуждаем. Не соглашайтесь на меньшее. Если вы встречаете кого-то, вы должны видеть человека. Если он не понимающий, не поддерживающий, не любящий, то, соответственно, не стоит с ним и отношения водить, во-первых. А во-вторых, знаете, что вы его привлекли к себе, привлекли именно. И нужно, значит, снова работать над собой все больше и больше. То есть всякие ожидания от жизни, они всегда приводят только к разочарованию. И, соответственно, ожидайте не от всех, ожидайте от себя. И тогда вы увидите большие результаты, очень большие. Вы увидите большую разницу между тем, что вы делали до этого и что вы делаете сейчас. Ангелы хотят этого. Ангелы хотят, чтобы вы жили в любви. Они посылают вам любовь. Конечно, эта карта показывает, что у вас будет именно такая любовь, либо с вашим человеком, либо с новым человеком, но именно такая любовь. Любовь, соединенная на основе любви ко Вселенной и к себе. Это очень важно, потому что вы и есть Вселенная. Кстати, многие верят в это, что вся Вселенная находится внутри нас. Поэтому помните о том, что ангелы сегодня вам сказали, и возвращайтесь постоянно к этому в мыслях. Такая у нас третья позиция. А мы идем с вами дальше. Позиции номер 4. Позиции номер 4. Что хотят вам сказать ангелы сегодня? Послание от ангелов. Наш горный хрусталь. И первая карта — ваше душевное состояние. Повешенный. Стал выпадать периодически. То бывает раз, долго не выпадает, потом раз начинает выпадать. Вот сегодня опять на душевное состояние вышел повешенный. А это значит, что это состояние некоторой замкнутости, состояние жертвы, состояние
вроде как внутренней и святости, с одной стороны, с другой полное понимание, что сейчас не могу двинуться, мне сейчас рыпнуться нельзя, да? У меня сейчас не время для действий, я скорее повисю тут. Я скорее попытаюсь найти в этой позе равновесие, да? Мне нужно на все посмотреть под другим углом, мне нужно подумать. Вроде как у него спокойное лицо такого святого, но положение крайне неудобное. То есть вы это знаете, да, что вроде как у вас философский настрой, но в жизни положение крайне неудобное. И вы пытаетесь посмотреть на все, почему под другим углом, чтобы выйти, конечно, из этого положения. Это ваша, ну так скажем, сейчас основная цель. Вы понимаете уже, что многое в жизни прошли, что приобрели колоссальный опыт. И на все смотрите более так менее философски. Но сейчас нужно выйти из кризиса, найти это решение. Соответственно, вы ищете нестандартное решение. И более того, понимаете, что ради того, чтобы выйти, нужно опять же чем-то жертвовать. А чем не жертвовать? То есть прям нужно найти ответ на этот вопрос. Да, вы ищете вот так вися все-таки некоторые ответы, но и у вас есть глубокое знание того, что бы ни происходило с вами, это все свято, потому что это драгоценный опыт, он неповторим. Невозможно повторить ни одной секунды вашей жизни, невозможно ничего вернуть назад, и путь уникален, вы это должны понимать. И вы это понимаете. То есть вы вот такой вот человек, очень опытный, очень интересный и нестандартный. Но сейчас не время для вас для действий, как вы это считаете. Это ваше душевное состояние. Хорошо. Давайте достанем 3 карты послания от ангелов. Так, первая карта у нас звезда. Звезда. Вторая карта у нас шут. Интересно, 2 старших аркана и 3 ваш, да? И следующая карта 10 жезлов. Давайте немножечко тут, конечно, анализировать. Начнем с нашей замечательной звезды. И шут, конечно, тут сразу дополняет, да, что у вас скоро действительно в жизни появится надежда. Надежда и новый путь, открытый путь. Вы шагнете, да, в новую эру и, может быть, начнете что-то даже с нуля или что-то интересное, или будет какое-то, как нестандартное знакомство, как знак того, что вот этот путь начался. Звезда, да, звезда. Это принятие помощи свыше. Вот представляете, ангелы через вот эту звезду, через повешенного, через шута совершенно точно подтвердили, что они сейчас на связи. И вам просто нужно научиться принимать эту помощь свыше. Дайте простор вашему вдохновению. Оно приведет вас к истине. Вы вот с помощью этой звезды можете добиться даже в жизни чего угодно. Главное верить. Верить, что Бог может это сделать, что Бог поможет вам это осуществить. Это очень такая неординарная, интересная карта. Карта восхищения и карта высшей, действительно высшей помощи. Ангел знает и говорит вам об этом, что он никогда вас не бросит, что он не оставит вас ни в одной беде, ни в одной счастье, ни в чем. Он будет всегда сопровождать вас, идти только вперед вместе с вами. И, соответственно, он может привести вас к невероятному, к тому волшебному, что вы даже от жизни и не ждали. Что-то скоро будет происходить, такое, что вы не думали, что произойдет, но очень хорошее и светлое, понимаете? И вот он шут. Вот карта, показывающая, тут даже вот прям смотрите, даже знаки зодиака все, гроздья винограда, голуби, да, от бабочки, вот столько знаков, крокодил, тигр. То есть он на них даже не смотрит, на эти опасности, да, почему? Потому что у него есть силы стихий, у него есть солнце, у него есть процветание, и он как будто бы имеет в себе все черты разных знаков, да. Карта показывает, что вы должны выходить мыслями за границы любого физического плана, за границы нашего физического мира и идти навстречу вашим каким-то в жизни новым свершениям, новому началу и не обращать внимания на кажущиеся вам опасности. Вам не нужно придумывать эти в голове опасности, да? Вам нужно понять, что вы открываете для себя совершенно новые возможности, новый путь в скором времени. И рискните, вот просто рискните. А высшие силы, ангелы, они вам помогут в этом риске. Понимаете, шут, он такой очень здесь неординарный, да? Он показывает нам, что в скором времени вы обретаете что-то невероятное, вот какую-то силу такую потустороннюю, о которой даже не догадывались, что она
на самом деле у вас есть, и что она у вас будет, ну, процветать все больше и больше. Смотрите, получается, что когда вы видите десятку жезлов, ангел посылает вам ее не зря, вот совершенно не зря. Он говорит о том, что у вас должна быть решимость довести работу до конца, довести какое-то ваше дело вашей жизни до конца, может быть, преследовать цель до конца. И знать, что нужно и сделать еще один сильный бросок, чтобы дойти до мечты, да? Чтобы осуществить вашу мечту, чтобы мечта стала реальностью. То есть вот она мечта, вот он новый путь, и вот она реальность. То есть вы можете, не бросая, да, пусть, может быть, с какой-то жертвой, но дойти до свершения, до того, чтобы вот у вас как-то теперь все реализовалось на практике, и вы наконец-то дошли до своих замечательных целей, до того, чтобы быть именно счастливым, ярким, невероятным человеком. Хорошо, давайте теперь посмотрим, что нам скажет оракул. Что нам скажет оракул? Итак, вытаскиваем 3 карты. 3 карты для вас. И сейчас я секундочку буквально сосредоточусь, подумаю. Итак, ваша первая карта – это гармония. Гармония. Ангел как будто хочет сказать вам, что да, мир, он полон шума, полон, может быть, каких-то негативных проявлений, людей, хаоса и так далее, но иногда нам из-за всего этого сложно найти внутри золотую середину, где вы чувствуете себя в равновесии, да, чувствуете, что вы можете последовательно совершать действия. И есть как будто бы, ну, какое-то место, может быть, в вашей жизни, где вы почувствуете себя самим собой. Или ну, вам нужно обнаружить, кто вы, понять, кто вы, как вы находите для себя успокоение и гармонию, как вы приходите к равновесию. Вам не приносит пользы борьба с дисгармонией и борьба с вредными негативными факторами. Вам нельзя думать обо всем похожем одинаково, понимаете? Особенно основываясь на негативный опыт, вот такой вот. И, соответственно, когда вы все больше боретесь и отвечаете на разногласия разногласием, к желаемому решению, конечно, это не приводит. Вам использовать нужно сострадание вашего сердца. То есть для того, чтобы укрепить чувство гармонии, нужно быть добрым и сострадательным всегда ко всем. Находите время для близких вам людей и укрепляйте, может быть, связь с окружающим миром, да, с людьми. Вот. Поэтому здесь нужно быть честным с семьей, с друзьями, с другими людьми, которым вы доверяете. Рассказывайте им обо всем, что у вас там внутри, разговаривайте о своих чувствах. Это поможет вам больше с ними справляться. Соответственно, мы здесь видим, что вы можете прийти к гармонии. Ангел вам хочет это сказать, что вы можете обрести гармонию внутри себя, что это у вас может получиться. Просто не нужно постоянно бороться с вращающимися мельницами, не нужно постоянно пытаться, ну, допустим, вам ударили по правой щеке, вы ударили тоже в ответ, так нельзя. Но, конечно, это сносить, вот вы говорите, сносить не будем, там, да, все равно нужно дать сдачи, но жизнь, она сама даст сдачи, она сама даст. Это правда. То есть мы можем никому не мстить, мы не можем никому не сдавать сдачи, улыбнитесь. Будьте смиренны, постарайтесь ощутить внутреннюю гармонию, даже если вы находитесь в ужасном беспорядке. И вы увидите истину, вы увидите, что вокруг все приходит к порядку. То есть через вас, через ваше внутреннее ощущение вы можете все вокруг привести к порядку, и даже людей. Понимаете? Вам просто нужно на этом сосредоточиться и помнить это, что вы можете это сделать.
что это все идет через вас. Мир — это наше отражение. Если вы любите, если вы сострадательны, если вы добры, вам кажется, что вами будут пользоваться, но это не так. Если вы добры изнутри, действительно изнутри, от души, и вы простили себя и любите себя, никто не сможет вами пользоваться. Даже если вы добры, никто. Даже если вы сострадательны, мягкие, никто не сможет. Просто ангелы будут совсем сильно вас защищать. Понимаете? Очень сильно. Все зависит от вашего духа, от того, насколько он сильный. Вам нужно его делать все сильнее. Следующая карта, соответственно, мудрость. То есть это величайшее благословение, которое может прийти в вашу жизнь. Это дар. И мудрость, она бесценна. Конечно, мудрость сделает вашу жизнь более красивой, вас более уравновешенным, гармоничным, расслабленным человеком. Может быть, высшие силы, ангелы посылают вам учителя на вашем пути, чтобы он направил вас к мудрости, чтобы он дал вам эту мудрость. И, соответственно, у мудрости есть преимущества, они приятнее, чем любое богатство, там, процветание, потому что какой бы у вас огромный ни был дом, вы можете быть несчастным в этом доме. Сколько бы у вас ни было денег, вы можете быть несчастным с этими деньгами или каждый день думать о том, вот, что у вас не 20 миллиардов, а только 5. Соответственно, люди, которыми вы себя окружаете, они оказывают на вас влияние. И если вы готовы учиться, то вам нужно общение с мудрецом. Он расширит ваше знание, он поможет вам внутренне расти, вам нужен учитель. И общение с безответственными людьми, принятию приятных, взвешенных решений явно не приводит. А все наоборот, да? Вы начинаете гадить сами себе от того, что общаетесь не с теми. То есть нужно выбирать окружение. Ангелы хотят, чтобы вы просто выбирали себе окружение, правильное для себя, достойное для себя. И когда вы будете обладать мудростью, или вы уже обладаете, вы сможете развивать лидерские качества, вы сможете работать с людьми, вы будете преуспевать в жизни. Без мудрости работа с другими окажется для вас бесконечно сложной. Поэтому многим людям не дается руководящая должность, потому что в нем еще не хватает мудрости. Все окружающие это чувствуют. Ее нужно воспитывать. Для этого нужен для вас некий учитель духовный, да? Хорошо, вот смотрите, карты, они идут, как будто вытекая из одной в другую, да? Соответственно, мы понимаем, что ангелы сейчас разговаривают с нами, и следующая ваша карта — это безопасность. То есть все логично, да, все последовательно. Высшая сила с нами. Они говорят, они на связи. Вы чувствуете себя в безопасности только когда чувствуете себя безоговорочно принятыми, когда вы не боитесь критики или осуждения, когда вы чувствуете себя в безопасности, вы выйдете из укрытия, вы откроетесь, правильно? Соответственно, вам нужна эмоциональная защита. Тогда вы сможете быть тем, кто вы есть на самом деле. И в отношениях, конечно, мы иногда эту безопасность ставим выше других удобств. Если вы чувствуете доверие к человеку, вам легко с ним строить отношения. Если вы не чувствуете доверия, вам невозможно с ним строить отношения, правильно же? С одной стороны, химия, финансы, поддержка от человека, подарки, а с другой стороны, доверие. То есть вы же понимаете, что вы выберете. Никакие деньги, никакое там удобство, да, там богатство никогда не заменят этого доверия. Никогда в жизни. Никогда. Соответственно, вот эта карта безопасности, она показывает, что с кем нужно быть, да? С кем нужно быть, кому вы откроете свое сердце. Либо наоборот, если вы выберете что-то другое, это заставит вас закрыть свое сердце раз и навсегда, пока вы не поняли, что такое важность эмоциональной безопасности. Вам нужно последовательно восстанавливать чувство безопасности для себя. Вам нужно оставаться верным своим ценностям, тому, что для вас важно. Узнайте, что помогает в вашем мире людям чувствовать себя в безопасности. Будьте более гибким человеком. Дайте другим возможность узнать, что вам нужно, чтобы вы чувствовали себя в безопасности. То есть пока человек этого не знает, он вам этого и не обеспечит. Даже тот, кого вы любите.
даже тот, который рядом с вами. И ангелы, они хотят, чтобы, если уж вы любите, если уж вы были с кем-то, то чувствовали себя в безопасности. Пока вы не чувствуете безопасность, не будьте с кем-то, не стройте этих отношений. Соответственно, вам нужно всегда научиться делать мудрый выбор, да? Быть в гармонии с собой, быть мудрым человеком. И пока нет безопасности, мы не идем туда, где чувствуем себя не так, понимаете? Ну, вот такая у нас 4-я философская позиция. Здесь вы получили очень много благословения от ангела. У вас начинается путь звезды, путь надежды. И вам все вот эти атрибуты очень важны на этом пути. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, пишите свои отзывы. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч.